Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это Лепойский металлург, огромный заброшенный металлургический завод. Это не просто завод, а целый промышленный город. Десятки зданий, улицы, огромные цеха со всем оборудованием. Раздевалки, офисы и склады. Все выглядит так, будто бы завтра придут рабочие на смену. Такого крутого сохрана и масштабов я еще не встречал. Представляете, целый месяц я изучал этот завод и снял про него большой сериал. В прошлой серии мы исследовали огромную территорию металлурга. Несмотря на круглосуточные патрули охраны, я увидел много интересного. Заброшенное локомотивное депо, старые вагоны, заводские цеха и дом отдыха. А под конец дня я чуть не попался охране. Кто пропустил, рекомендую к просмотру. На канале опубликован отдельный плейлист для всех серий про Лепойский металлург. Это заключительная 5-я серия «История одного металлурга». Сегодня мы побеседуем с человеком, проработавшим почти 40 лет на Лепойском металлурге в Мартеновском цеху. Будет очень интересно. Приятного просмотра! Сегодня я в гостях у металлурга Анатолия. Вот этот человек Максимовича. Да. Анатолий Максимович проработал этот человек почти 40 лет, я так понимаю, на металлурге. 38. Да, и в Мартеновском цеху. Да, в Мартеновском, да. На установке непрерывной разливки стали. Да, я пришел в 71 году в феврале. Было 2 установки. Итальянские они были. Вертикально-радиальные. Они были 8-ручьевые. И работала сначала 2-я УНРС. А первую запускали, когда я уже пришел. Первый УНРС. И до какого года проработали? С 71 по 2009. Ага. Да, нас потом, пенсионеров сокращали уже, все. Да, а пошел на пенсию я. Должен был с 50 идти, как горячий. Да, а товарищ был премьер-министр хороший, Штелы. Они договорились с руководством металлурга, чтобы налоги не платить, сняли горячий, вредный, ночные, все. И получил я первую пенсию в 2002, 65 лат. Чуть не застрелился. Да, бывает, ладно, дай бог им. Здоровья и ума, конечно, да, ладно. Что было, то было, уже ничего не вернешь. Труд, конечно, тяжелый. По 3 плавки лили, да. 3 печи было. Да. Сталевары пришли, которые были в старом Мартене, перешли сюда, в Мартен. Да, потом... А старый Мартен был там, где прокаточный цех, в той части завода? Да, в эту сторону к вокзалу, там был мартеновский цех, 1 печь там была, да. И он там еще, получается, со старых времен очень. Да, это еще, наверное, 50-е годы еще, да, там, наверное, после войны он там разливали. Там разливали, наверное, в изложнице, может быть, тоже. Но, наверное, большинство разливали, делали опалубки, там что-то колокола делали, это там. А, вы знаете, я в одном цеху, там в той части... В старой части. Там, да, я нашел 2 колокола, да. И один из них был 1882 года. Ух ты. Представляете? Да. Для какой-то церкви в Гатчино.
Гатчина под Ленинградом, это Да. Гатчина, да. Мгм. Знаю, у меня мама с Ленинграда. Она там, да, в Ленинграде жила. Блокаду прошла 27-го года, ну да. Времена были, говорит, тогда такие Да. И, хорошие. то есть у вас, насколько я знаю, есть книжка с историей завода всей. Есть, металл рождается, это, в огне металл рождается. Да, Чечеткин написал первую, ну такая, это сам. А потом нам вот выдали, в конце уже, когда уходили, каждому там выдавали вот хорошая книга здесь. Здесь все с самого начала, как он, наверное, зарождался. Тут мы вот смотрели с Эрнстом. Да. А это раскаленный кусок арматуры, Это получается? арматура, да, арматура. То есть это как символ завода такой, Ну знак. да. Разные делали арматуру, разную. Но арматура это была главная продукция или... Не, главная продукция была, наверное, вот эти слитки их отсылали на ОНРС, когда 160, 150 на 150, там по 3 метра. А, это прокат, то есть. Ну, они делали прокат, да, и арматуру, но большинство и так отсылали их туда, но ну, за границу, наверное, в Польшу тоже отсылали эти, кому-то надо было. Да, а в основном вот арматуру тоже отсылали там. А вот... Польшу, в Америку даже посылали продукцию. Да. Круто. Разливали 35 ГС, 45, потом тройку, пятерку. Да, арматура разный диаметр был, по-моему, десятка, не меньше было даже. И восьмерка, десятка, но самая большая, по-моему, 45-ка была. А вот какая-то небольшая продукция, как гвозди вроде тоже делали на заводе. Гвозди это... Гвозди это в старом, где старый цех. Туда. Там был гвоздильный. Там делали, да, с проволоки. Проволоку тоже ж катали, вот, прокатный катал. Там 2 стана было, 250-350. Я как раз вот частенько на складах видел эти проволоки. Проволоку, да, мотки Когда такие, изучал, да, да, разные да, да. диаметры, вот из них делали гвозди, да, разные. Да. Понятно, Да. да. Здесь у нас в Мартене был цепочный. Тоже из проволоки делали, брали мотки и полуавтоматы были такие, там женщины работали. А значит... Цепи были в основном, ну как, для сельской нужды делали, там вот. То есть приводные цепи? Для Или- коров вот это делали, такие. Понял, всё, да, понял. там такие, но и в основном тоже, наверное, тоже, как сказать, мотки куда-то отсылали тоже, в основном эти цепочные, да. А какая еще продукция была, помимо вот гвоздей, цепей, арматура? А еще же листы делали, листопрокатный был. Сырье для продукции Сырьё, это металлолом да, был. металлолом, да, привозили со всей Латвии привозили. По-моему, еще и, ну, тогда времена другие были, тогда из Белоруссии, по-моему, привозили. И то есть своя металлоприемка была на заводе. Да. 2 даже здесь, вот перед Мартеном, там была. И за Мартеном туда уже завозили уже. 2 было, потому что когда электропечь построили, тогда там через каждый час плавка была на электропечи. Когда новую построили эту печь и УНРС, тогда больше металлолома надо было, да. Говорю по книге, если только. Да, о, это панорама завода. Да, это старый, наверное, конечно, это старый. Да, то есть вот тут, я так понимаю, прокаточный цех Прокатный он большой. был, да, большой. 2 их было. Здесь где Пентагон, вот, и туда дальше. Второй прокатный был. Ну и в 96-м хотели его закрывать, металлург, там проблема была. Уже в 96-м были проблемы. Да, в 96-м уже думали, но вот 95-й, 6-й думали, что все. Нет, тогда вот Липман сначала взял этот
металлург под свою. Ну да, и говорил, я его подниму. Это был 96-й год. Лепа был банкротом. Значит, я пришел к Шкилу, я говорю, слушай, мне так больно за Лепойский металлург, он могут в любой момент закрыть, он банкротом уже. Давай я попробую поднять. У нас было неформальное отношение. Да. Ты что, Киров, с ума сошел? Там немцы были, исландцы были. Все в один голос сказали, что там невозможно. И как-то мне позволили. Со мной работал в компании, такой был Сегал. И там был еще Захарин такой. Там был директор Терентьев. А у Терентьева был брат, тоже из бандитов группировки. Но я вообще не знал, что там бандиты. Я думал, это порядочные люди. Но как только началась прибыль, они стали мне угрожать. Чтобы я не показывал прибыль, чтобы не платить налоги. Ну, все, я понял, что мне тут делать уже нечего. С металлурга очень спокойно ушел. По сути дела, я его приватизировал. Я просто поделил акции на троих, на Сегала и на Захарина. Да. Я все это потерял. Я доказываю, что я жил не ради денег. 96-й. А потом в компаньоны он взял вот Сергея Захарина. Угу. То есть это был директор завода, получается, Захарин? Нет, директор завода был Терентьев Валера. Мы его выбрали. В общем, общий коллектив металлурга его выбрал директором, да. Это все Лепа в 1880-х. Да. А завод тогда же появился. В 872-м, да? Наверное. Ну, не знаю. На книге написано. 882-й. Да. Ну да. То есть те колокола, которые я нашел, это первая продукция? Наверное, да, наверное. 1910. Уже 20 век, да? Да. А вот, смотрите, вот этот завод. Есть. Вот этот завод. Ага. Товарищ, вот Мартен сам. То есть он изобрел именно мартеновскую печь? Да. Угу. Бейкер и Ко. Угу. Это семья Бейкеров, наверное? Да, наверное, начало. Мы видели фотографию. Начало 20-го, да. Вот. Фотографии. Так, работники Липовских железоделательных и сталелитейных заводов. Это рабочие. Вот это старый, тоже Бейкер и Ко написано же, да? Да. Угу. Общество металлургических механизмов завода Бейкер. 916, после войны. Вот эту проволоку, наверное. Где проволочное производство. Да, вот начало 20 века. Ага. Да. Так, а это кран мартеновского цеха. Кран. Это старый кран. Это еще старый, да. А там что? Не знаю. Реконструированная электростанция завода. Ага. Ну да. План завода. Бейкеры. Икон главного завода. Да, какого года, интересно? Какое здесь написано? Сейчас посмотрим. Так, 1916. Ага. Да, там все, конечно, сильно перестроили с тех времен. Похоже, что колокол. Да. Отливали. Да. Угу. Вот, уже отлитый, а это, наверное, опалубка. Да. Угу. А вот, смотрите, это... Тут и отливали и для кораблей винты. Круто. Да. Вот это едет поезд, наверное, да, тут вагоны? Да. С металлом, с металлом, это с ломом. Проволочная фабрика, 25-й год. Значит, это проволока. То есть это ровно 100 лет назад. Да. Рабочие проволочной фабрики, 20-е годы. Вот Драшу фабрика, проволочная фабрика. Угу. Начальство. Это 30-й год, работники технического бюро. Угу. Фабрика, немецкий шрифт. Вот эти рольганги, наверное, да, рольганги. Да, прокатка рельсов. Угу.
Рельсы тоже делали? Делали, да, делали. Да. Волочильное отделение. Ну да, вот когда через профиль идет. Сначала большой, меньше какой диаметр надо. Угу. Да. Называется волочильный, да. 33-40 перед войной. Это перед войной, да? Да, 30-е годы. Тоже начальство, наверное, Ну, написано группа работников. работников. О, винт. Вот, для кораблей, да, Обалдеть. тоже делали. Угу. Их потом отправляли дальше на судостроительный, наверное. Наверное, туда, в Тосмаре. А вот это не Тосмары, смотрите, тут знакомая. Да, это Тосмары. Угу. 37-й год. Работники проволочной фабрики рядом с ходовым винтом, изготовленным для парохода «Регенс». Угу. Который, наверное, стоял в Тосмаре. Вот футбольная команда была с Аркадой. Ого! Я же тебе говорил, сначала Олимпия была до войны. Олимпия команда была. Они на Динамо там, где ближе к большевику, там стадион был это. Угу. И вот играли они. С Бордо играли. С австрийским штурмом играли. Всех обували. Да, ё-моё, команда была. Это уровень. Да. Это какие года до войны? А это вот играли обычные рабочие или именно спортсмены? Конечно рабочие, а кто же? То есть обычные рабочие. Команда же была создана из заводских. И Ну, Сарканес это- Металлургс тоже, потом уже после войны Сарканес Металлургс, он же тоже был с рабочих этих, которые работали на металлурге. Это вообще тогда круто, такие Ну, они результаты. играли, ё-моё, ну что. Это бы сейчас сборную Латвию, они обули бы только так. Не, серьезно, пусть там кто-то смеется или что-то говорит, ну так оно и есть. Сарканес Металлургс, 49-й год. Да. Да. Трубы дымят. Дымит Мартеновский. Не ночь, каждые 6 месяцев был ремонт Мартеновских. А во время ремонта, то есть они А во тоже время работали? или ремонта как? сначала одну ремонтировали, потом запускали, потом вторую. А, Так, чередовали, чтобы непрерывно было. 50-е годы. Гвоздильные, Уже советское время пошло. ну да. Это еще старый. Да, Старый, что 40-е. на обложке. 40-е, да. Ага, Это тоже еще тоже старый. 40-е. Надо дойти. Вот листопрокатный, да. Это проволока. Ну вот листопрокатный, да. Угу. Да, у нас на Барте были пионерские лагеря, где Барта. Там оборудованы. О, газета. Газета «Металлург». И я когда был на заводе, я тоже находил там такие газеты. Естественно, более современные. Где-то у меня была газета современная. И Я посмотрю потом. вот что я хотел у вас спросить, то есть это была специальная заводская газета? Заводская газета, да, была. Редакция была, да. То есть и чисто посвящено работе Каждый завода? месяц, по-моему, была, да. Круто, Посвящена. круто. Сейчас вытащим. Это старая газета. Посмотрим. Так, какой год это? 2012. О, Где-то с 3 апреля 1958 года. да, это я помню. Угу. Как раз эту газету ты видел, да? Да. Вот наша бригада, вот первая бригада. Первая бригада. Ваша бригада? Да, вот наш мастер Бокумс. Вот моя физиономия. О, это вы? Да, это мы из Класс. кронштадтских морей. Это мы. Да, узнаю вас, да. Из балтийских. Это на печах был мастер Поганкин. Фамилия. То есть вы, получается, разливщик металла? Да, разливщик.
подручный Столивара. Мгм. Там на первой печи был Зиверс, хороший Столивар. А, да, мы видели фотографии. я помню, Да, Зиверса. всегда придет наверх и спрашивает, как металл, все это. Мы ему говорим, там, все. Хороший был, всегда приходил. Интересовался, да. 90 лет ему следующий год будет. Зиверту. да. Здорово, Ага. здорово. Так, и вот это вы, да, вот тут? Да. Ага. Вот тоже разливщик. Вот этот Махонин умер 2 года назад. Ага. 42 года рак у него был. Мгм. Антон Гришас. А, это уже ваш последний год работы, 2009, Да. Мгм. 17 апреля. Да. В мае нас попросили. А, уйти. Ага, понял. Это тоже умер. Тоже рак головного мозга. Да. Хорошая бригада была. Мгм. Поэтому я и думаю, что я сохранил ее. Здесь наши эти все. Ну, как же такое не сохранить? Ну да. Правильно. Тоже этот умер, тоже рак. Мастер ваш, да? Да, Бокумс. Вот металлолом, по-моему. Это, наверное, которая перед Мартеном большая. Это металл. 50-е годы. Да, ай, что-то. Гвоздильное отделение, 50-е. Гвоздильное. А вот ящики с гвоздями. Да, разный там диаметр. Да. И проволоки разные были. Толщины. Были и квадратные гвозди. Даже делали квадратные. Круто. Да. О, вот это уже что-то из вашего Это, цеха. нет, это не из нашего. Нет? Нет, я думаю, что нет. Это старый Мартен. старый, я же вижу. Понял. Старый. Там да. одна печь была только. Ага. О, проволока. Калибр какой, да. Инспекция. Да, АТК. Вот эти от изложниц, когда их выбивали, Ага. кран там ударял, вот, и они выпадали. Вот. Ну, те побольше, те, по-моему, 200 на 200 или 250 на 250. И они где-то по 1,50 м. Да. Кузнечно-прессовый Да, участок. Да, вот пресс. Правильно, он. Да. А вот это, вот проволока. По-моему, проволока. Прокатный стан 250. Скорость движения прута 8 метров в секунду. Да, там это, Быстро. да, одного прошило, это Ого. 50-е годы или когда там. А как прошило, получается, что? Ну, наверное, не успел это и... Но он живой А. остался. Просто оно очень горячий металл же, Угу. белый. Оно как бы все здесь его прожгло, но оно наверное, без крови, без ничего, сразу же как корка образовалась. Это. Жестко. Живой. Да, уже тогда. Старенький уже, да. Видишь, еще работал, а? Ну, Сейчас уже все, сейчас и 50 лет не привод на работу. Молодежь надо, говорит, брать, молодежь. Так молодежь надо, если куда на работу, надо его еще выучить да. год-два так. А придет уже специалист, который работал. Нет, его не берут. Знаете, я скажу, не всей молодежи по зубам такая Ну, работа будет. Ну это ладно, а вообще о работе, вот если смотреть. Пришел на стройку или что, тоже. Да. Мне кажется, вот старшие специалисты, они более опытные. Да, конечно, гораздо но их не опытнее. берут из-за лет, наверное, из-за годов. Выпуск стали в ковш из мартеновской печи. Старый. А, старый. Он там был, по-моему, 60 тонн только. Берут пробу, потом в лабораторию ее. Да, тоже. Даже ручки дверные. Да. Аж товары народного потребления. Ну да. Новое транспортное отделение. А, Волочильное отделение. вот эти от изложниц, слябы. Мгм. Да. Изложницы. Вот видишь, они, вот их, стоит посредине, которых куда заливают посредине, вот.
Мгм. И он там растекается по всем. Ну, внизу на платформе сделано с огнеупорных такой. Вот платформа, и на ней как бы выемки такие. Ну как там вот 50 на 50 такие были с дырочками посредине. И их замуровали вот все. И Понял. на каждую ставили изложницы, они по 5 штук. Ставят, и они совпадают, это отверстие с каждой. И когда по центральную заливают, внизу он расходится металл. Мгм. Ну это старый цех. Да, Там 50-е. разливали, да. Герой социалистического труда. Филаткин. Да, Филаткин. Потом он перешел в новый Мартеновский. Мгм. Зиверс он перешел, и некоторые другие столевары оттуда. Так что им уже учиться не надо было. Вот это с 65 по 91, наверное, самый расцвет завода. Ну да, вот его когда пустили в 65-м. Мне кажется, в 86-м было самое большое количество рабочих. Что-то 3500, я, ну так, в интернете читал. Да, у нас даже там год было, когда на УНРС разлили 1 миллионную тонну стали. Обалдеть. Было, я не помню год, но было такое, да. А сколько вот у вас работало людей в Мартеновском цеху? Ну, в сумме так. Не помню, если... Наверное, 600 где-то было. 600. Так, вот это уже строительство. Строительство Мартеновского цеха, 62-й. Вот 60. Первые кубометры бетона в Да. фундамент. Да, Мартеновского цеха. Строительство, да, того же цеха. А вот это главный инженер, по-моему. Александр Третьяков. Да, так и есть. Главный инженер, да. Да, Это уже Мартен. вижу, да. Знакомый цех. Ну. Скалолазы. Да, альпинисты тех лет. Альпинисты. Вот уже кое-что выглядит. Да, 64-й. В 65-м пустили вроде, да. Вы пришли в 71-м? Вот, видишь, да, я в 71-м пришел. О, да. А труб еще не было тогда. Да. Только цех. Мгм. То ж трубы тоже клали эти альпинисты, наверное, так просто там трубу не сделали. Ну, я думаю, да. Там она, по-моему, метров 6-8 диаметр внизу. Трубы большие очень. Наверное, Да. метров 30 есть она высотой. Больше, я думаю, 30, может, Больше? 40. 50 даже. Возможно. Где ее не разберут. Так, вот Взорвать нельзя, она там все погубит. Не, ну трубы оставят, я думаю, как на память. Конечно. Это мартеновская печь. Да, вот. 1, 2, 3, 4, 5 окон, да. То есть в каждой печи было по 5 окон таких. Поднимались, и вот. Ага. Подходили, смотрели столевары, как оно булькает. Сталь, да, ферросплавы добавляли, доломит, магний, марганец. А я вот еще хотел вас спросить, я когда там изучал эту территорию Везувия, ну, окрестности вокруг Мартеновского цеха, там видел какие-то кучи, извести какой-то или что-то такое. Шлаковые ямы были, шлак сливали туда. А, Шлак. угу. А шлак сливали, вот дамба в озере сделана, дамба. В озере Да. видел ее? Не видел? Мне кажется, За видел. Мартемом она. Да, видел что-то Вот такое. это шлак насыпали туда, сыпали. Вот уже поближе. Первая мартеновская печь зажжена. Да. 65-й. О, Да, да. там Зиверс был столевар. Ну и лили на эти возложницы лили. Как я говорил, вот эти на платформах стояли изложницы. Мгм. А потом вот в 70-м уже у НРС эти две итальянские построили. Там ну тоже сначала не получалось разливать металл. Пока учились, это первые навыки. Да. Много металла не отливали. Первый металл полностью разлила 4-я бригада полностью.
сколько там, 140 тонн или сколько было. Это 4-я бригада разлила. Когда уже научились, кристаллизаторы, как это все. Да. А вообще вот сложно было освоить профессию или? Ну, сначала, да. Я пришел уже работала 2-я нормально, уже ее освоили. То есть было кому научить? Да, мне уже показывали, как, что, все. Ну, здорово. Тогда мы уже перешли на 1-ю, там уже знали. А до этого, наверное, 69-й, 70-й бригада, наверное, пока учились это. Ну да, только построили цех. Да. О, вот тут я уже узнаю мартеновский цех. Вот эти изложницы. Угу. Или, 66-й. да. Вот они стоят. Видишь, посередине это конусная, центральная. В нее лили. И она на платформах, я говорю, такие сделаны под каждый этот. И металл Угу. в эти изложницы поднимался. Здесь вот ходили столевары. Здесь По этим мостикам? Ну да, здесь стоял на выпуске. Это уже, по-моему, и 3-я печь. Здесь вот 1-я, по-моему. Тут 2-я и там 3-я. Новые дома металлургов. Да, это на Ценконес улице. На Ценконес там 1-е построены были. В конце Ценконес улицы. Значок ветерана завода. Да. Это работникам давали такие? Да, давали. Я не знаю, у меня был такой, не в курсе. Круто. Ой, красавец. Это со стороны. Южная сторона. Да. Угу. Это какой год? 65-й. 65-й. Вот РМЦ. Ремонтно-механический цех. Угу. Да. Здесь токарные, фрезерные, там и кузнечный был, вот. И кристаллизаторы сюда возили, их ремонтировали. Угу. Я говорил, там гильзы медные были. Между гильзой этим вода была. Вода шла потоком. Что хорошее охлаждение было, я не помню сколько. Сталеплавильщики. 2005. Да, это или 2-я печь, это или 1-я. 1-я, наверное. А сколько там температура была? Металл расплавить, наверное, 1300 надо. Угу. 1400, может, и 1,5. Наверх поднимали 1400-1500 на УНРС когда. Угу. Да, но бывало и перегрели, тогда добавляли алюминий, немножко он сбрасывал. Он весь ржавый. Там сколько шлаку, сколько всей дряни было. Чистый металл ты так не получался вообще. То температура не подойдет. Холодный считался, холодный выпустят 1300, 1000. Все, не идет он с промковша. А промковш нельзя нагреть больше температуру. С топора перегорят головки. Головки графитовые были, тоже конусные. А середина шамотный. 3-4 поколения, а то и больше. Семья Лайвинеков. То есть это все металлурги? Да. И женщины тоже Ну, работали? женщины, они кто где работал. Кто в конструкторском, кто в Пентагоне, кто вот там в Гвоздильном или где. А вот именно в цехах женщины тоже работали? Конечно, работали на кранах, вот в Мартене на кранах, но в Шихтовом подавали металлолом в мульды, а с мульды уже завалочный кран брал эти мульды. Там работали женщины. В уборочном у нас, когда разливались на УНРС слитки, тоже женщины. Там мужчины и женщины складывали на платформу, да. Ну, на печах, наверное, мужчины. Не, на печах не. В лаборатории женщины были, да. Оборудование газовой резки УНРС. Да, вот это уже. 70-й. Она радиальная шла, вертикальная, и по 1400-1500
резались. Но много отходов резаками режут кислород и это. Разливщики следят за разливкой Да. на УНРС. Ну вот я тебе тогда показывал цветную. Да, то есть вот это как раз ваша работа. Да. Здесь вот этот козырек, я говорю, мы двигали, он защищал нас. Сверху защищал и спереди. Это вообще моя ручка 4-я была. Я всегда сбоку сделаю такую доску. И сидел. Приходил такой к окошко. Что за херня такая? Вы сидите. Взял все, обрезал. И ушел. А сварка уже готова у меня. Ну да. Я раз, и все приварил опять. Мгм. Через час-полтора плавка, я опять сижу. Он говорит, я только срезал. Я говорю, я не знаю, я. Вышли, все нормально это. Что вы мне тут это? Тоже долго прожил, но вредный человек такой. Ну ладно, о плохих ничего не говорят. Что-то зарыли. Закладывают первый. Да. А, это дворец культуры металлургов Это строят. вот где сейчас Олимпийский комплекс. Ансамбль народного танца. Да, Квеле. было такое. Тоже металлурги. А, вот фасад. Посвящен труду металлургов. Ну, взяли, убрали. Эх. Так все красиво было. Да, сделано. очень красиво. Он цветной какой красивый был. Ну, тоже поликлиника. Операционный зал больницы металлургов. Да, у горлонос тут делали операции. Получается, при заводе была даже своя больница для металлургов? Да, вот где поликлиника сейчас, там была больница. 2-й этаж. Палаты были. 5-й этаж была операционная вот это. И Да. если были какие-то несчастные случаи, то там тоже могли прооперировать людей там? Так несчастные там сначала привозили первая помощь. Это, если сильные ожоги или что, тогда в центральную больницу. А так, если там что-то, сюда поближе здесь. Все врачи были хорошие врачи. А какие случаи вот бывали несчастные? Были у нас на УНРС, когда на слитке он повернуть слитки хотел и в сапогах побежал по слиткам, так загорелся, ожоги получил. Ну да. Жестко. Раз было там соединенное давление масла, было 40 атмосфер внизу, где резко идет. Там трубы были шлангами соединены. И шланг сорвало, загорелся, и кто по лестнице шел, один у нас, он обгорел, да. Ой. Обгорел, да, попал. А потом сделали трубу вместо шлангов, трубу соединять. Американку эти две гайки, и тогда он держал. А сразу нельзя было это сделать. Можно было. Да. Вот АТК. Вот эти, что мы льем, что мы лили на УНРС. Такие слитки. Да, вот 140 на 140, 150 на 150. А, вот это наша АТК. Аня Топилибайтис. Церковная. 89-й. Да. Результаты выбора директоров. Вот мы его выбрали в 89 году. Я думаю, помню. Валерий Терентьев. Да, в каком году? Завалочный Да, экран. вот он поворачивал вот эту сюда, шихтовый, брал мульды, разворачивался, и через завод мульда у него зацеплена. Ага. Там ее переворачивал, загружал 160 тонн туда металлолома. Цепочный участок. Это То, что уже вы говорили. Это уже у нас, да. Вот Рядом с цепи. Мартеном рядом был цех, рядом прямо. Проволока тоже. Они сгибали и тык-тык-тык-тык сваривали вот цепь. Понял. Контактной сварки. Тоже шум такой там, ё-моё. Догадываюсь. Вот эти цепи. Да. 70-е. И эти делали вот, что на цепь зацепляют. Как он называется? Крючок? Ну, он такой. Карабин? Карабины, да, карабин, да. Микрорайон Эзеркраст. Это как раз, да, вот тоже и
Дома для работников как раз завода. один, наверное, первый как раз. Да. О, новенькие 602 серии. Да. Класс. Это как раз два, наверное, уже. Я видел эту штуку как раз. Прокатный. Ролганги, да, это прокатный. И в прокатном делали арматуру в основном. Ну, конечно. Мгм. А волочильный проволоку, это другой стан был. Ремонтно-механический цех. РМЦ, да, что мы видели тогда там. Фрезеровщик, по-моему, да. Получается, вы работали по сменам? Да. 3 смены с утра до 3, с 3 до 11 и с 11 до утра. 4 дня работаем, потом выходной, после ночной приходили, например, да, ночь. После ночной сутки дома, на вторые сутки шли с утра. С утра отработали, пришли домой в 3 часа с 3 до 3, и потом с 3, и на вторые сутки с 3 шли во вторую смену. Но это считалось первая смена. 2007. Это новое. В 2006, 4, 5, 6 строили вот УНРС, Ага. да, которая была предназначена для новой. Это 4-ручьевая. А вы на новой тоже Да, работали? конечно. Там только на кнопки нажимал, но смотреть надо было. Бывает, что и автоматика не сработает или как. Мгм. Сразу кнопку раз, остановил. Присматривать надо. Там скорость была на 1 до 1,5, 1,6 даже. За счет этой скорости тоже бывало, металл-то тоже на одну букву шел. Туда предназначен чистый металл вообще-то, а металлолом-то сколько шлаку было, ё-моё. Шлак с ковша, да, такие были чаши. Да. Чаши там, ну чаша большая, чаша, ё-моё, да. Наверное, 1,5 человека или 2. И туда сливали шлак. И вывозили за Мартен. А, Туда, там были шлаковая яма, да. Остыла да. сначала. Жидкий не будешь выливать. Остывала чаша. Потом ее там переворачивали и шлак, выбивали шлак, когда уже остыл. Понял. Так-то нет. Я просто чего спрашиваю, потому что я видел как раз вагон, такую чашу возле завода. А, Один да? стоял там, да. Ага. Я За Мартеном. Возле Мартена, да. Ага. Да, страны, в которые поставляется Вот продукция. сертификаты эти, да. металлурга. Арматуру, да, арматуру в основном. Обалдеть, то есть это и тут и Россия, и страны Европы, Да, я даже и не и знал. даже Африка. Я даже и не знал, что и Африка, и это, да. Знаю, что в Америку посылали. Да. А в Польшу там посылали, в Европу, да. Ну, вот такую вот это я тоже сейчас как бы удивился. Ну да. Очень серьезный завод был. Ну да, конечно. Весь мир фактически Это охвачен. взяли, так все было нормально сделано. Вот новая электропечь, ну ё-моё, работай. Как платили хорошо, не очень. Платили. Сначала платили ерунда. В советское время. Да, конечно, там 300 это, что это? 300 рублей. Ну, А конечно. на какой год это? На 70-е? Да, 70-й тут так, 250-300. Потом по евро тоже что-то сначала. Потом, когда я вот ушел, 2007-2008, еще более-менее Захарин дал зарплату 700, там 800 у нас. На центральном, который с компьютером, вот где центральный, это пульт. Помнишь, Ага. фотографию? Да, Там да. побольше, конечно, было. Ну, а в основном прокатный больше всех получал. Потом шли печи. То есть А ваш потом- цех печи. Да, а потом Мартен шел. А потом мы разливщики шли. Да, нас не признавали, что мы это. Да. Понял. Это интересно. Мы боролись за металл, боролись. Выпустят такое, что... а мы его спасали. И что это такое? Да, ну нехорошо. Ну ладно. А вот это считалось как, как сказать, как вредное производство или... Конечно, ну как? Потом на новый, ну как вредное? Конечно, вредное. Столеплавильное. Это все вот
Там же вся таблица Менделеева в воздухе это. Ну да. Ну, наверху это, как сказать, вентиляции нет, оно свободно уходило. Он. Крыша была, но между ними свободное пространство было. Так, дым уходил же весь, в основном уходил. На новые установки, конечно, да. Там же автоматически регулировалось это, ну, качание кристаллизатора, качание. Там использовался кобальт. Угу. А кобальт, он же все-таки радиоактивный. Ого. Ну, не такой же, как уран, конечно, нет. Ну вот, может быть, это и дало людям тоже другой раз. Ну да. Насчет это плохих болезней. Да. Потому что вот вы говорили там, что Да. один, другой Да, от рака да, умер. но это только в нашей бригаде, а в тех бригадах тоже же, ну да. Ну да. Еще у кого какой организм, да и... Можно сказать, что у вас на заводе такая одна из самых сложных и тяжелых работ была? Ну, в общем-то, можно сказать, конечно. Да, Панорама прокатного стана. да. Новый. Туда шлак спуск. Вот выпустили металл, Да. а лишний шлак же с печи выходит, который шлак остался здесь, а лишний выходит в чашу. Да. Потом чаша вот остывает, ее на улицу вывезут, она остывает, и вот ее там повернут это и переворачивают. Тогда уже остынет, ну да. И просто закапывали шлак этот или как? Шлаковую яму, я не знаю. Так шлак использовали, там дороги засыпали шлаком, который за Мартеном это все. А основную часть туда к озеру сыпали и сыпали. Да. Шлак некуда было, сделали эту дамбу со шлака. А там же тоже химические все эти шлаки. А еще какие-то отходы были помимо шлака от производства? Ну какие? Или все? В принципе, шлак и дым только, ну, из труб. Да, И конечно. все. Ну, если только обрезное, где вот это. Потом сделали эти... Когда резали сначала 70-е годы, так металл этот внизу, когда режешь, оставался, но его тоже на переплавку отправляли обратно. Если из ножницы какие бракованные, тоже их обратно в мульду и обратно в печь. И все, что связано с металлом, оно шло обратно в печь. О, столовая. Да, самое главное, да. Я в ней был, да. Да, Как, хорошо кормили вообще? да нормально. Кафе Мартен. Угу. Работает круглосуточно. Новая вот электродуговая сталеплавительная печь. Печь, да. О, пульт управления. Да. Очень шум большой от нее. Печь. Серьезно? Каждый час сплавка. Тогда немножко уставали уже. Ну да, каждый час идет. Новый электрофильтр. Ну да, это за Мартеном здесь. Слитки идут эти 150 на 150. И с них они охлаждаются, с них сыпется окалина. Там все время убирать надо было. Другой раз как насыпет столько. Вертикально-радиальная. 4 ручья. Музыка металла. Угу. Вот это верх установки, да. Новая ОНРС. Да. Там стакан же сделан. Надо его открыть, подключить. Сделано такое, под низом такое оборудование. Его нажмешь, он стакан открывается. Открыли, но надо, чтобы прожигали его трубкой, кислород. Трубку одевали и с трубкой прожигали, чтобы открылось. Да, когда открывается, тоже опасно. Это искры, все это. Да. Только не знаю, это не наша бригада. Вид на холодильник новый ОНРС. Слитки с рольгангов шли, крановщицы брали на платформу. Он считался цех как холодильный, охлаждался. Охладиться, потом платформу увозили в прокатный. Или продукцию где-то сваливали, где надо. Пульты были. Да, Если вижу. остановить надо, нажимали кнопки. Мгм. Больше никуда не лазили, потому что там автоматически шло.
кран разливочный. И он поднимал этот ковш? Да, Обалдеть. здесь он 160, 170, ну а может поднять 240, да, было. Обалдеть. Они были здесь, 3 крана таких. Да, я в кабине там сидел. 3 крана, да. Еще я видел там такие оранжевые грузовые машины большие, я вам показывал. Это, наверное, эти БелАЗы. Да, 2 БелАЗа. Да, что они увозили. Они, может быть, и металлолом привозили тоже. Ну, слитки они не увозили, слитки все на платформах шли. Здесь вот это с новой УНРС, вот где мы лили, шли они по рельгангам. И здесь их ножницы резали. Здесь пушки тоже стояли, но их убрали. Почему там? Ну, что-то было. Это ножи лучше сделали. Нож резал. А вот Зиверс, вот это на первой печи Сталевар. Он со старой пришел в новый. 90 лет ему будет в следующий год. Здорово. Да. И все время на базаре вижу, на центральном там. Да. А это Юркис, старший оператор УНРС. По всей УНРС у нас. Нашей бригаде. Да. Это Слабович, мастер. Это завалочный цех, тоже 90 лет ему. Здорово. Протянул, здорово. А с этим в школе во второй учились. Тоже 47-го года, так он в 9 Б был, я в 9 А. Не, ну трубы остались. А фильмы мои останутся. Ну, да, в интернете. Так, это порт. Это порт, наверное, это часть, наверное, металлурга часть. Ого. Где здесь сюда возили продукцию, вот эти, что мы отливали. По 3 метра. По 3, да, последнюю часть мы по 3 метра лили. И их на корабли отвозили. То есть в эти все страны, которые там были Да, указаны, да, наверное, что мы да, смотрели. Вот это и есть, да. А еще вот хотел спросить, а вы учились в каком-то техникуме или Нет, университете? ничего, мы сами учились, нормально. А, то есть вы просто Технологию пришли? металлов мы знали, книжки были, технологию металлов. Ага. Но нам фактически она нам не надо было, это сталеваром. Ну, мне интересно было. У меня была технология металлов, книжки. Я 2 курса учился в РТУ, в Лейпайском, от РТУ 2. Ну, потом в 68-м вышел закон, что заочно убрать из вечернего в армию. Ну, я пошел в армию, меня отправили гуцулом туда, Ивано-Франковск, Черновцы, самый туда, Глухомань. Вот наша продукция. Стальной прокат, да. Вот арматура, а здесь, может, эти слитки эти есть. Вот проволока это, полностью эти Да. мотки. Да. И вот грузили. Это часть металлурга порта была. Солидно. Вот спортивная команда. Хоккейная, да, хоккейная команда. Вы не играли в спортивной команде какой-нибудь? Нет, я не играл. Ну, ясно. Я там иногда дома в армии занимался, вот. Вырезал, типа как любитель был. Там в армии один был, призвался в армию. Это резьба по дереву? Да, он очень хорошо вырезал. Он, прямо у него выставки были, он говорит, у меня на международных, он меня научил. Со сверла сделал такие эти, чтобы резать. У меня где-то были они и пропали, это все. Круто. Он меня научил так. Ну, ты, говорит, как любитель пойдет. Да. У меня было, я дяде подарил на Украине, там Пирогов был, Маяковский у меня вырезано. Лепоэс Металлургс команда была. Спортивный клуб. Чемпион Восточноевропейской хоккейной лиги. Да, было такое, правильно. Вот этот ледовый холм. Его Металлург специально построил? Конечно. Юношеские хоккейные команды Металлурга хорошо известны не только в Латвии, За рубежом, да. но в России, в Европе и даже в Америке. Да, они участвовали. Санкт-Петербург приезжал даже. Вот это стадион Футбольная Даугава. команда, да. Они были чемпионы, или чемпионы Латвии. Да, я помню, видел в 2005 И году. литовский был тренер Зелькевичус, который Жальгирис тренировал раньше литовскую.
Жальгирис тренер. Как Жальгирис играл раньше. Ё-моё. На Спартакиаду есть, завоевывал. По-моему, даже 3-е место завоевал он в Союзе. Жальгирис. Угу. И мне кто-то скажет, ты чего? Ну я-то в курсе, да что? Такие самые интересные, я так понимаю, это не профессиональные спортсмены, а обычные рабочие просто играли. Конечно, 50-60-е годы, это же Металлург играл эти. Ну, ё-моё. Потом там некоторые уже 60-е, 70-е уже добавлялись игроки с городских. Это, ну да, уже, как сказать, поколение уже другое ушло. Тоже 2000 тот год, да? 5-й, да, чемпион Латвии. Чемпион Латвии, ну да. От малышей до уже почти взрослых юношей и да, девушек да. собираются в ледовом холле, чтобы подвести итоги за год. Там 10-летние, потом 12, 16. Да. Хорошие. То есть это дети заводчан или это... Да они из города. А, из города просто. Тоже. Понял, Есть понял. и заводские, а большинство с города. Ну, да. А, вот, смотрите, это, по-моему, ледовый этот дворец Вот Металлурга. он, да. Вот отсюда Красивый, вход. да. Он здесь, в центре, есть сразу у моста. Главврач? Главврач, да. Мгм. То есть это все вот эта больница металлургическая. Да. Это кто? Электрокардиограф. Операционный зал. Это тоже разные, правильно? Но больница до сих пор работает, это Больница. поликлиника там сейчас. Поликлиника, да. Больница навряд ли. Единственное только операционная, где ухо, горло, нос, вот сволок. А, Он еще делает там мгм. операции, делает. Сейчас даже сделали новый рентген там, и МРТ сделали, магниторезонанс. Не надо в больницу идти, в центральную, но стоит 190 евро. Хочешь, иди. Да. Пенсионеры, да, как раз для пенсионеров. Ну, а чего? Пенсии хорошие у всех. Ага. Не, ну которые пошли вот там в 12-м, 14-й, 16-й год. На пенсии пошли. Те побольше, А. да. Там уже по 700 было тогда, да. Ну, больше не было, 700 где-то так. Это вот сейчас, если вот 63-го года, еще ему через год на пенсию, да, у него уже будет штука пенсии, даже больше, Ну да. 1200. Ну, еще тогда можно кое-что, ну. А так нет, здесь сейчас вот с этими ценами для Лепой надо 1000 евро жить. А как эти проживают, я не знаю, по 300 евро пенсия, это... Мне кажется, что должны же пенсии индексировать тоже. как-то Ну что увеличивать. они, ну что индексируют, ну добавят. Они добавляют всегда на индексации правительства. Это и можно говорить, это разговор. Они же цены сразу раз в магазинах, Ну да. и Нет, все ну, съели, понятно, и да. все съело это, и что? Ну да. Да. Цены снизили. Там на яички, говорят, будет, на молоко, на творог. Ну, может быть, куриное мясо, и все. Остальное. Линия по переработке металлургического шлака Да. производит шлаковый щебень. Щебень, да. Отличный материал для дорог. Для дорог. Правильно говорю? Да, Ну все да. правильно. Его размельчали потом, как вот за рубежом, где скандинавские страны, они тоже резину вот эти покрышки, они как-то все перерабатывали Мгм. и тоже как-то смешивали, и на дороге тоже делали, а сверху потом уже этот асфальт. Сначала пушки были, а потом делали такие резаки, просто резали давлением. Хорошее было дело. Все новое было, все новое. Нет, взяли, все угробили. Хороший рисунок. Да. Красиво. Выпуск металла. О, Да. как раз закончилось. И на Тихом океане свой закончили поход. Да, да, вот такие, что я мог, рассказал, но технических этих
Там в техническом оборудовании это надо какого-то начальника. Наверное, технические зачем нам знать, правильно? Да. Мы знаем как процесс его. Да. Ну да. А вот еще забыл спросить, а вы участвовали в тренировках по гражданской обороне? В бункер, может, ходили? Не было у нас такого. В металлурге, забыл сказать вчера, между цехами играли в футбол между цехами. Мартен, эти листопрокатный, РМЦ играли между собой. Был чемпионат такой. Ага, я забыл, вспомнил потом, да. Угу. Вот это вторая печка, пульт. Ага. Здесь вот наш мастер, вот это Поганкин, старший мастер. По печам он старший мастер. Да, это Зиверц, это, наверное, внук того Зиверца, который 90 лет, внук его. Он с ним на первой печи был. А это мы в 2009 вот. А это уже после смены? Это в 2009-м уже, это апрель, уже меня уже скоро попросят в мае. Не, просто я смотрю, что вы это... Нет, это просто я пришел запечатлеть себя на память у печей. Это рабочая форма у вас или нет? Я не Ну это могу так, понять. рабочая, только куртки нету. Ну, просто понял. это рабочая форма, только еще куртку надо такую вот. Куртки. Да. Это с печей, с первой печи, вот этот подручный. Да. Вот это на новый УНРС Кукушкин, это, который командовал. Ковш наезжает, и он струю открывал это. Тоже на память мы. Вот промковш наш этот. Мы его там делаем здесь прямо. Да, стаканы ставили, крышки накрывали с топора. И сразу грели его до 1300 градусов. 2 форсунки газовые. Вот это тоже вторая печь, на второй. Что-то они мне тут говорят, это боком что-то говорил. Ну это так, это так. Да это так, визуально. Я взял это, что просто, да. Ну да. На старой УНРС. Ручки это все, ну да. Да. Вот моя ручка 4-я. Да. И вот здесь шла смазка, парафин. Потом масло ставили. И вот процесс мы потом как, мы разливщики следили, все подготовили. Это ковш наезжает. Серега открывал стакан, разжигали это. Струя пошла, он 5-6 тонн. А там желоб был в промковше, аварийный, если перелив металла, шел по желобу в чашу. Ну и так вот смотрели. А здесь за уровнем смотрели 200 миллиметров, чтобы выше не поднимался, потому что верхняя часть не охлаждалась кристаллизатора. Плохо. А так вот за струю. И регулировали. Дают скорость там 1.3, 1.4. На старой много не давали, потому что не предназначена была на такую скорость, как на новой. 1.8 нет. Моя доза, это что я приваривал, я сижу. Да, на 4-й. Да. Ну вот такие. Вот это что мы делали. Да. Вот он залез и ставит стопора. Вот, видишь, стопор. В эту механизм. Закручивает и смотрит, чтобы головка в стакан ровно ходила. И если металл перелив, то он идет в чашу. У нас там чаша специально. Аварийные такие. Да, интересно посмотреть. Да, да. Понял. Живые фотографии из цеха Да, прямо. цветные, хорошие. Это юбилей. Это мне 60 лет было юбилей. Ну, тут они есть. Ага, там. Ну, это вот сначала эти две вот разливка. Наши разливают. Но это уже на новой. Новая УНРС. Вот пульты, вот моя ручка 4-я. Здесь я стою.
А дальше вот идет, провожали меня на пенсию, пенсию, да, юбилей. Мы в бане были, я вспомнил, в бане в этой, где идешь от Мартена сюда. Да. Ну, где я вспомнил. А, вы вспомнили? Да, мы там и... То есть вы как раз в той бане праздновали? Да, мы там зал такой небольшой. На втором этаже? Да. Да, я же там был. Ну вот, внутри вот там эти, так и осталось эта стенка. Да, узнаю. Там камин еще был. Ага. Иванов Олег, Потоцкий, они меня немножко нехорошо сделали. Вместо запить лимонада налили это спирт. Ё-моё, я две как долбанул, и все. Сразу меня, я не мог, я вообще не могу, это водка и это мне... Ну, да. И подпоили они меня, ну... Потом я на них немножко обижался. Ну, это так, символично. Да. С ведра, ну да. Вот новая УНРС. Да. Вот этот кран мостовой. Он по рельсам. Да. Я же их видел, да. И 240 тонн у него, да, берет. Я видел, да. Эти новые, эти ковши немножко увеличили, уменьшили кладку. Ковше. Он раньше 140 был, а так он все потом 170 тонн стал брать. Серьезно. Ну, это я так, перед пенсией пришел, как бы, вроде. Вот. Да, вот их я видел как раз. Вот такая. Вот идет разливка. Ков заполняется, он здесь стоит. Смотрит за уровнем, чтобы уровень был в том ковше. Вот это на старый УНРС это мы льем. Да. 2 установки, вот шланги, это ж дают воздух на стопора. Да, вот. Вот этот козырек, это моя ручка, я здесь вот. Я тогда в 72-м ожог получил, но сам виноват. Промкошу, когда заливали металл, на крышке конусные такие эти. Но она шаталась, я в перчатке глину взял. А крышки были обрезанные в дырках. И эта глина, кусок упал в металл, и получился типа взрыв. И между крышкой и ковшом щель. Ее потом стали замазывать вокруг. И мне сюда немножко так дало, да. Ну, быстро мне сняли это, рубашку, это. Получил я кое-что ожоги. Тут вот так. Эти вот. Здесь немножко. Моя физиономия черно-белая. Это 26 лет вам тут? Да. Да. Ну, я, потому что здесь получил ожог я. Вот здесь вот. Ну, такой рожок, не глубокий, а просто, вот он мне, чтобы заживал, так у меня борода была, да, специально для этого. Да, меня начали там долбать, хотели в другой цех, я говорю, нет, я останусь здесь. Вот у меня было сначала так написано, а потом я между Н и между Р и Е вставил. Да, рассказывали, да. Вот. Здесь еще молодой, лохматый. Да. Этих уже нету, это тоже нету. Это еще жива. Печей уже почти все умерли, по-моему. Ну молодые подручные еще живые, 3 с нашей бригады. И вот Зиверц еще живой. Вот крановщик завалочного. Второй завалочный, он... Хорошо, у него пенсия 1200, он у Пиленца работал, где рамы на Пулвера. Пулвера улица, там цеха этих, вот пластиковые рамы. Он возил их в Швецию, возил. Хорошо получал, пенсия хорошая, он на завалочном был. Да. А так очень много ушло, уже ушли. Да. То есть именно больше как из-за возраста или из-за после производства, что какие-то болезни появились? Да я думаю, от производства, Мартен, конечно.
От него все недуги. Да-да, конечно. Ну да. От него. Там таблица Менделеева в воздухе. Хотя двери-то все время открыты в цеху, как бы. Ну да. И вверх уходит это дым весь. Между окнами промежуток сделан хороший. Но все равно льешь, когда разливаешь, так ты ж перед собой, у тебя вот это все идет. Ну, работа действительно очень жесткая, потому что и Ну ночные да. смены, и жарко, и дым, вот Да, это жарко вот. и дымно, да. И ночью особенно такая, что тянет на сон немножко, да. Когда вот разливаешь металл, оно вот это, машина, Да. оно действует как бы как в вагоне. А, как- Понимаешь, вот едешь в вагоне и тоже закимаришь, да? Ну да. Бывает так, да. За машиной нельзя закимарить. Меня иногда вот так толкает, да. А жалко, что вот его угробили. Жалко, конечно. И когда да. закрывали, все улыбались, все хлопали в ладоши. Ну как не стыдно, а? И Ну, наше правительство липайское, ну что это, зачем так это делать? Сколько людей ушло, сколько здоровья потратили. Зачем? Нельзя так это делать было, нехорошо, некрасиво. Вот такие дела. Да. Ну, если Господь даст мне пару лет до 80, да и хватит. Чтобы я только на ногах был, понимаешь? Если только ты лег, то это все. Промчались тысячи годов, пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, не оставляя нам следа, и жизнь на крыльях ветра мчится, придет и наша череда, и наши громкие деяния, труды, заботы, суета скользут в пучину мироздания, как неприметная мечта. Так вот зачем ты в свет родился и столько выдержал скорбей. К тому твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей червей, то жизнь и счастье призрак ложный всегда кружил тебя во мгле. И забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле. Мне тоже учительница в 3 классе, соседка еще, где в старом доме мы жили, на Межу улице, Межу и Стариков. Она говорила, мы здесь прохожие. Она мне все рассказывала про это. Это еще какое время? 57-й, 58-й год. Я еще ничего не знал. Вот и она говорила, есть что-то, говорит, за нами смотрят, следят. Точно. Ну и вот, и забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле. Да. Но есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета след. Там тебя там куча ждет какая. Об этом думал ты или нет? Сейчас сижу на крыше, любуюсь звездным небом. И знаете, ощущение такое, как будто я сижу под реактором в Чернобыле. Охранник с фонарем только что ходил вокруг. Дорогие зрители, вот и подошел к концу большой сериал про Лепойский металлург. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо всем за внимание, лайки и добрые комментарии. Что ж, счастливо и до скорой встречи!